Всем доброй ночи, дорогие друзья. Как и обещала вам, чуть опоздали, потому что дрова сырые и огонь долго разжигается, а нам нужно, чтобы был костер. И мы с вами сегодня будем праздновать вместе праздник Вартавар. Праздновать мы будем традиционно, но немного в забытом стиле, поскольку таким образом праздновали в древние времена, в языческие времена. А потом это слегка забылось. Христиане, поняв, что люди не хотят отказываться от праздника своих предков, переименовали, точнее, переделали смысл и назвали праздник Преображения Господня. Хотя христианским эгрегорам и прочим этот праздник никакого отношения не имеет. Изначально это праздник богини Астхик, богини красоты, молодости и любви. Говорили, что она превращается в рыбу, говорили, что она живет в розах, окруженная розами, садами роз, поэтому сажали вокруг ее храма розы. А потом этот праздник стали праздновать еще и в честь богини Анаит. И уже водные процедуры и розы переписали ей. Но на самом деле и первая, и вторая имеют отношение и к воде, и к розам, которые дарили. Вообще в переводе Вартавар означает яркая роза или горение роз, розовый огонь. Эти две богини, они в армянском пантеоне главные и имеют отношение к этому празднику. И в итоге пришли к выводу, что это праздник двух богинь. Матери богини Анаит и дочери ее, богини любви, красоты, страсти, молодости Астхик. Мы сегодня будем проводить благодарение к богиням, то есть в основном на это нацелено. Особо таких ритуалов отдельных я сегодня давать не буду, поскольку мы именно с вами празднуем праздник Вартавар. А ритуалы отдельно, молодость и красоты Астхик, я потом вам подарю, чтобы потом не снимать ролик, поскольку это пропадет в этом ритуале, пропадет, и название пропадет, и люди не найдут, я отдельно сниму. Сегодня мы с вами будем благодарить уже ритуалом, который существует, обращение к богине Анаит, и тем, что я сегодня добавлю. Кроме того, хочу попросить вас найти ритуал казначей Висар и к ведьме Анеюшке. И если вы еще не подготовили, я забыла сказать, поэтому написала, подготовьте купюры, украшения, можете поставить на алтарь. Я думаю, что не затруднит, это минутное дело, пока мы начинаем. Потому что мы проведем с вами еще Висар и Анея. Я решила в такие прямые эфиры новые ритуалы не давать. Уже объяснила почему. Потому что это затеряется или нужно будет по новой снимать, или оно затеряется. Я лучше просто буду отдельно давать, а потом вместе с вами будем проводить. Оно еще сильнее получится, собственно говоря, вот таким вот образом. Итак, перед вами наш алтарь. Яна, подержи, пожалуйста, я закрою лайки, дизлайки, чтобы нам не помешали некоторые личности. Правда, они пока еще заняты проклятием друг друга. Но мало ли, не будем давать шанс шакалам. На самом деле. Ну, после вчерашнего пошло так пошло. Пошло так пошло. Ну, как бы там ни было, лучше подстраховаться и спокойно провести эфир. А потом я, естественно, включу. У нас уже 2000 человек смотрят прямой эфир. Замечательно. Так, запрещаем пока лайки, дизлайки. Проводим спокойный эфир. А после уже откроем. Итак, дорогие друзья, начнем. Первое, кого мы будем славить, это великую богиню Анаит. Анаит, или известная на Востоке как Анахита. Богиня-матерь, матерь всех богов,
возлюбленная супруга бога Арамазда, та, которая следит за семейным счастьем человека, та, которая справедлива. К ней обращались за материнством, к ней обращались за защитой семьи, чтобы весь год был удачный, чтобы мужья приносили деньги, чтобы любовницы не мешали, не разрушали семьи. Она была защитница женщин, защитница рода, защитница семьи и нации. Многие пытались отождествлять ее с какой-либо богиней, с восточной, северной, западной, но аналогов ее не нашли. Греки говорили, что она больше близка к Артемиде, но потом отказались от этой мысли, потому что Артемида была незамужняя и свирепая богиня охоты, и она никакого отношения к Анаид не имеет. Многие приписывали к иранским мифам, якобы Анаид имеет иранское происхождение Анахита. Это не так. У иранцев, вообще у персов не было никогда богини Анахита. Это сделано было намеренно, чтобы искажать историю армянства и вообще армянского пантеона. Армяне ее называют Дицуи. Прямой перевод богиня, но не совсем. Диц или Дицуи. Небесные создания, небесные силы. Вот так переводится. В армянской мифологии или теологии, так правильно будет, боги не имели определенного лица, определенного образа. Они были безлики, они обхватывали Вселенную, они не ограничивались каким-либо изображением или каким-либо, скажем, какой-либо формой. Человекоподобные боги пришли во время эллинизма. Вот тогда начали изображать богиню Анаид, Астрик, Вааган и прочее, прочее. В данный момент в Турции Аштишат, который рядом с городом Муш, находятся разрушенные пантеоны богини Анаид и Астрик. К сожалению, статуи Немрут, которые олицетворяют армянских богов, и огромная скала, и дверь на скале, которую называют дверью Михра, бога Михря, а мы называем двери Мгера, они, скажем, искажены уже давно и выдаются как за греческих богов и прочее, прочее. Это есть армянский Олимп, Немрут, гора Немрут, Немрут-Бел. Но об этом я рассказывала. Если кому интересно, откройте армянскую мифологию и узнайте много нужного, интересного, если вам это интересно. А теперь переходим к прославлению богини Анаид. Для начала я хочу прославить ее ритуалом, который для практиков, но сейчас вы можете со мной повторить эти слова. Второй ритуал восславления Анаид, он для всех. Им вы можете потом пользоваться, взять этот ритуал, если вы хотите восславить ее и что-либо у нее попросить. В книге практиков, в первой книге практиков, обращение восславления богини Анаид, есть этот ритуал, и я сейчас этот ритуал вместе с вами зачитаю. И попрошу вас за мной повторять. Просто повторять за мной эти слова. Итак, начнем. О Матери богов, златовласая Анаид, благослови меня. Да будет плодотворен мой труд. Укрой меня, защити материнским щитом. О златокудрая Анаид, освети мой путь, подари мне силу и знание, дай мне стать любимицей богов. О Матери богов, мсти моим врагам и умножь мою силу. Перед Твоим святым Атрушаном даю клятву верности богам. О великая родительница богов, Мать Вселенной, супруга бога Ариев, будь ко мне благосклонна. Пусть с Твоего святого веления все боги мне помогают.
Попроси их, о Матерь богов, пусть они благословляют мой труд и будут со мною. Славься. Не пишите, а повторяйте за мной. У вас такой возможности больше не будет. Ее называли еще заступницей перед богами за человека. И поэтому просили ее, чтобы боги благосклонно относились к ним и к их труду. О Матери богов, златовласая Анаит, благослови меня, да будет плодотворен мой труд. Укрой меня, защити материнским щитом. О златокудрая Анаит, освети мой путь, подари мне силу и знание, дай мне стать любимицей богов. О Матери богов, мсти моим врагам и умножь мою силу. Перед Твоим святым Атрушаном даю клятву верности богам. О великая родительница богов, Мать Вселенной, супруга Бога Ариев, будь ко мне благосклонна. Пусть с Твоего святого веления все боги мне помогают. Попроси их, о Матери богов, пусть они благословляют мой труд и будут со мною. Славься. Пожертвуем огню во имя великой богини Анаит. И третий раз пожертвуем огню. Подготовлю еще. За мной повторяйте эти слова. О Матери богов, златовласая Анаит, благослови меня, да будет плодотворен мой труд. Укрой меня, защити материнским щитом. О златокудрая Анаит, освети мой путь, подари мне силу и знание, дай мне стать любимицей богов. О Матерь богов, мсти моим врагам и умножь мою силу. Перед Твоим святым Атрушаном даю клятву верности богам. Там аккуратней. Тем более, если это к богам, оно будет агрессивно. О великая родительница богов, Мать Вселенной, супруга Бога Ариев, будь ко мне благосклонна. Пусть Твоего святого веления все боги мне помогают. Попроси их, о Матерь богов, пусть они благословляют мой труд и будут со мною. Славься. Теперь приступаем к следующему прославлению богини Анаит. И в конце я обращусь к ней на ее языке, на языке того народа, которому она покровительствует, а именно на армянском. На армянском языке, конечно, повторять вам не нужно. Но здесь есть малое обращение, которое вам нужно будет за мной повторять. Это несложно. Итак, начнем. О златорожденная, золотая мать, о воскемайр, ев воскецри Анаит. Славься и прославь нас, о возлюбленная супруга великого Арамазда, Матери богов. Славься и прославляй нас. Отойдите. Может, там снять я. С той стороны, собственно, оно слышно и мой голос, и можешь вот прекрасный алтарь снимать. О златорожденная, золотая мать,
Овоскемайр Евоскецри Анаид. Славься и прославь нас, о возлюбленная супруга великого Арамазда, Матерь богов. Славься и прославляй нас. Как Фаина Раневская сказала, на всякий случай отойдите. Адский костер. Мгм. Всегда, когда славишь богов, огонь особенно силен. О златорожденная золотая мать, о воскемайр Евоскецри Анаид. Славься и прославь нас, о возлюбленная супруга великого Арамазда, Матерь богов. Славься и прославляй нас. А теперь я говорю на армянском языке, а вы просто слушайте и пропускайте это через себя. Потому что это язык ариев, это язык народа, которым она покровительствует. Овоске майр евоскецки тицухи. Параворир իմանունը, ինչպես ես եմ քեզ փառավորում։ Պաշտպանիր ազգն հայոց եւ բոլորին եւ ամենին, ով քեզ փառավորում է եւ հիշում է։ Ով ոսկե մայր եւ ոսկեցղի դիցուհի, փառավորիր իմ անունը, ինչպես ես եմ քեզ փառավորում։ Պաշտպանիր ազգն հայոց եւ ամենին, ով քեզ փառավորում եւ հիշում է։ Ով ոսկե մայր եւ ոսկեցղի դիցուհի, փառավորիր իմ անունը, ինչպես ես եմ քեզ փառավորում։ Պաշտպանիր ազգն հայոց եւ ամենին, ով քեզ փառավորում եւ հիշում է։ Чем поливаем, спрашивают. Чем поливаем? Да. Но я еще возьму, потому как у меня еще не закончилось. Мгм. Покажи пока прекрасный алтарь. Я сейчас подойду. Когда благодарим богиню, поливаем водкой. Когда нам надо разжечь побольше костер, то поливаем вот. Эх, алкаши позавидуют. Покажу алтарь наш. Итак, мы с вами восславили богиню Анаид. Однако я тебя попрошу, наверное, в бокале принеси воду. Мы забыли воду. Всем Я сказали. вообще думала, вот здесь вода. Нет. Итак, дорогие друзья, второй момент, что мы хотим с вами сделать, почему мы выливаем горячительный напиток в огонь. Это называется кормить огонь или жертвовать огню. Вот так должно быть. Благодарение богов. Красиво. Потому что боги заслуживают и славы, и благодарения. Согласны со мной? А теперь переходим с вами к прославлению богини Астрик. Вода, которая у вас будет стоять на алтаре, нужно половину выпить, а половиной помыть. То есть умыть лицо и руки. Потому как эта вода
считается священной, считается заряженной силой богинь, которых мы призываем. Переходим ко второму этапу. Благословление богини Астрик. Астрик – богиня красоты. Да, спасибо, Ян. Молодости, страсти. Ее сравнивают с Венерой, ее сравнивают с Афродитой. В принципе, она и есть Венера, Афродита греческая и римская. А в африканском культе она подходит к культу Ошун. Ошун – возлюбленная Шангу Карифур. Венера любила Марса, бога войны. Шангу тоже бог войны. Ну, она сама так зазвенело что-то здесь. Да? Зазвенело ведь? Да. Что-то так как будто упало. Но ничего не упало. Итак, Ошун – возлюбленная Шангу, бога войны и грозы. Венера – возлюбленная Марса, бога войны и грозы у римлян. Афродита – возлюбленная Ареса, бога войны и грозы у греков. Астрик – возлюбленная Ваагна, бога войны и грозы у армян. Значит, они подходят по ипостаси. Многие говорят, что Афродита и Венера, собственно говоря, и есть культ Астрик в Европе. Почему у нас красивые женщины, любвеобильные женщины, готовые отдаться всей страстью мужчине, любят именно таких мужчин, дерзких, сильных, заставляющих их страдать, остается загадкой. Ну, вот так уж устроена женщина. Итак, она может превратиться в рыбку и плавать в водах. И поэтому она покровительствует водоемам, как и Ошун. Вот и поливают друг друга водой в знак передачи друг другу какой-то частицы Астрик, любви, красоты и молодости. Но с другой стороны, вода – очищающая сила, которая олицетворяет очищение от всех скверней. Люди помогали друг другу очиститься, очищали друг друга, обливая водой. Это считалось символом богини Матери Анаит. Вот поэтому эти две силы, две богини соединялись воедино и праздновали общий праздник. Так вот, город Муш, который сейчас в Турции, он так и называется Муш. Остался в Турции город Муш. Почему называется Муш? От слова муш или мышуш, что в переводе означает туман. Когда богиня Астрик плавала в реке, сейчас эта река называется Муратсу или Средний Ефрат, Арацани. Были такие дни, когда река Арацани или река, приток Арацани-Гаргур, что в переводе означает «шумная». Представляете, был такой день, когда река шумная молчала. Рядом с рекой была область Пайтакаран. И там в основном работали мастера по дереву. Они продавали дерево, они из дерева изготавливали разные украшения. И бревна перевозились по волнам реки. И всегда бросали на эти волны, потом ловили в другом месте, перевозили и продавали. Но когда река Гаргур молчала, никто не кидал туда бревно, потому что Гаргур молчала в те дни, когда в водах реки Гаргур купалась сама богиня Астрик. И они боялись гнева богини, а вдруг бревно ударит по ее прекрасному телу, и она разозлится. И поэтому люди в эти дни не кидали бревна в реку Гаргур. И мужчины со всех округов в этот день приходили и тайком прятались в кустах, чтобы видеть ее красоту. Однако богиня Астрик об этом знала и напускала туман, чтобы ее не видели. Вот эту область так и назвали – туман, муш или машуш. И девушки, поняв, что могут взять
частицу красоты богини Астрик, купались в реке Гыргур, когда эта река была тихая. Проходили поколения, века, и эта традиция так и сохранялась до той поры, пока мы не лишились родины и этой реки, и города Муш. Ну что поделать, судьба такая. Однако поклонение богине Астрик осталось до сих пор. Считалось, что девушки, которые купаются, берут у нее частицу красоты. И вот сейчас мы будем просить у нее, этой великой богини, молодости, красоты и любви, страсти и любви. В те дни, когда они соединялись с возлюбленным своим Ваагном, начинались дождливые дни. Земля орошалась. Считалось, что влюбленные встречаются в тех храмах, которые строят им цари Армении и великие князья. Так и называли ложа Ваагна и Астрик. Начнем. Повторяйте за мной эти слова, друзья мои, потому что в этот день силы, эти слова особенно сильны для вас, для вашей судьбы, для вашего здоровья. О возлюбленная, драконоборца Ваагна, прекрасная среди прекрасных, страстная дочерь Арамазда, госпожа и покорительница мужских сердец. О великая богиня Астрик, поделись со мною своей красотой и страстью своей, пробуди во мне женскую силу, даруй мне любовь, ибо вселенная состоит из любви. О ты, страстная возлюбленная Ваагна, любимая дочерь Арамазда, пробуди мою женскую суть и женскую силу. Славься, страстная, умеющая любить, славься. Вы можете этот ритуал проводить отдельно на воду, читая на воду 13 раз, 23 раза, пить половину и половиной водой умыться. Но мы сейчас не будем делать, мы сделаем это в конце. Я не читаю по слогам, поскольку вы не дети из ясельной группы, вы уже взрослые люди и способны повторять за мной. О возлюбленная драконоборца Ваагна, прекрасная среди прекрасных, страстная дочерь Арамазда, госпожа и покорительница мужских сердец. О великая богиня Астрик, поделись со мною своей красотой и страстью своей, пробуди во мне женскую суть, даруй мне любовь, ибо вселенная состоит из любви. О ты, страстная возлюбленная Ваагна, любимая дочерь Арамазда, пробуди мою женскую суть и женскую силу. Славься, страстная, умеющая любить. Славься. И снова жертвуем огню, не забывая благодарить силы, которые пришли к нам, чтобы нас услышать. Бывает, я тоже так ошибаюсь. Не бойся. Чапик там улетел. Угу. Отойди, вон там снимай, Ян. Снимаю. Потому что так надо. А как же? Боги требуют жертв, благодарности и почитания. Никак по-иному. О возлюбленная драконоборца Ваагна, прекрасная среди прекрасных, страстная дочерь Арамазда, госпожа и покровительница мужских сердец. О великая богиня Астрик, поделись со мною своей красотой и страстью своей, пробуди во мне женскую силу, даруй мне любовь, ибо вселенная состоит из любви. О ты, страстная возлюбленная Ваагна,
любимая дочерь Арамазда, пробуди мою женскую суть и женскую силу. Славься, страстная, умеющая любить. Славься. Я уже налила. Мгм. На всякий случай Отойди. Я благодарю всех богов и богинь священного Атрушана. Пусть год будет плодотворный, спокойный и в достатке. А теперь, Вторая бутылка улетела. да, нормально. А теперь мы с вами, глядя в огонь, просим силу, дух, Вартавар, о том, чтобы у нас год был полный денег, даров, радости, чтобы в этот год наши враги все подохли, или, по крайней мере, опозорились, потому как сказала Великая Раневская, цирк надо отпускать, гастролировать дальше, отпустите клоунов. Итак, руки тянем к огню, берем силу огня и продолжаем. Дай мне, Вартавар, полные амбары, полные сундуки, богатые кошельки, мир моему дому, от врагов береги, от ненастья спаси, начнем год живыми и будем живые, сытые в дарах. Да славятся боги в небесах, а мы на земле. Дай мне, Вартавар, полные амбары, полные сундуки, богатые кошельки, мир моему дому, от врагов береги, от напасти спаси. Начнем год живыми и будем живые, сытые и в дарах. Да славятся боги в небесах, а мы на земле. Дай мне, Вартавар, полные амбары, полные сундуки, богатые кошельки, мир моему дому, от врагов береги, от ненастья спаси. Начнем год живые и будем живыми, сытыми и в дарах. Да славятся боги в небесах, а мы на земле. А теперь, как я вам и сказала, проводим в такой сильный день не только благодарение богов, но и усиление своей денежной силы. А именно, разложите на алтарь то, что у вас просили найти и разложить. Я думаю, много времени это не требует. Деньги, значит, купюры, драгоценности, да. Но перед этим берете половину. Пьете половину, отложим, в конце лицо умоем и руки. Ваше здоровье. Итак, на всякий случай проверьте, вдруг там водка. Ну, что-то я уже захмелела. Все, вот теперь начнется. Тебя сейчас снимут ролик, что ты алкашка, и тут валялась возле огня. Итак, начинаем второй этап. Первое. Прочитаем с вами казначей Висар. Просто будем читать. В такие дни даже просто чтение дает уже очень многое. Просто показываем алтарь и читаем. Илона. Кто не успевает? Yes. ОБХС. Кто не успевает, тому говорю еще раз. Значит, Кто не успевает, тому 2. да, набирайте казначей Висар, ведьмина изба. Нажимайте на ролик, под роликом есть ритуал. И повторяйте за мной слова заговора. Второе, находите ведьма Анея. Просто набирайте ведьма Анея, не более. Выходит ритуал, под ритуалом заговор. И за мной повторяйте. Так будет легче, потому что эти ритуалы вы уже знаете. Висар все хвалят. Ну и Анею в том числе. Ну чего у нас не хвалит, скажи мне. Все у нас хвалят. Нас не хвалит. И нас хвалит день и ночь. От этого некоторые уже скоро того окажутся там,
в объятиях костлявой. Ну да ладно, хрен с ними, туда им и дорога. Итак, читаем по 3 раза. Темной ночью священных теней я призываю, я выкликаю духа богатств и изобильной казны, хранителя злата с алмазной горы, Висар, Висар, неси мне в дар 1000 кошельков, набитых деньгами, сотни сундуков с мехами и шелками, дюжину мешков с богатыми дарами. Висар, Висар, я желаю, чтобы ты мне дал жизнь в достатке прожить, как сыр в масле довольную быть. Висар, казначей, с дарами ко мне направляйся, слово в дело обращайся, сыпься золото в мои закрома, украшай алмаз мои руки и пальцы. Укутайте меха мои плечи, шелка тело обнимайте. Деньги в карманах живите, щедрый Висар меня услышал, озолотил меня и возвысил. Одна в 100 обернись, 100 в 1000 вернись. Озолоти меня, обогати меня, духи слова взяли, да делом исполнили. Заклято. Мое любимое слово «щедрый», я так и скажу, всегда так говорю. Знаете, Екатерина Великая, как слышала, так и писала, так и говорила. Мужчина, и это не есть смешно, и так далее. И нормально правило, неплохо, однако. Главное, грамотно. Еще и писала, газеты издавала, юмористические программы, книги писала и страной правила. И так правило, что на тысячелетие еще останется о ней слух. Итак, начнем далее. Темной ночью священных теней я призываю, я выкликаю духа богатств изобильной казны, хранителя злата с алмазной горы, Висар, Висар, неси мне в дар 1000 кошельков, набитых деньгами, сотни сундуков с мехами и шелками, дюжина мешков с богатыми дарами. Висар, Висар, я желаю, чтобы ты мне дал жизнь в достатке прожить, как сыр в масле довольную быть. Висар, казначей, с дарами ко мне направляйся, слово в дело обращайся, сыпься золото в мои закрома, украшай алмаз мои руки и пальцы, укутайте меха мои плечи, шелка тело обнимайте. Деньги в карманах живите, щедрый Висар меня услышал, озолотил меня и возвысил. Одна в 100 обернись, 100 1000 вернись, озолоти меня, обогати меня, духи слова взяли, да делом исполнили, заклято. Между прочим, когда у человечника изюминка, своя особенность, даже в разговоре, это как-то необычно. То есть индивидуальность, не так, как все. Главное, чтобы это не переходило грань, скажем, дозволенного, да, главное, чтобы это было более-менее грамотно, а не просто совсем уж по-кишлакски. Вот я обрадовалась, запуталась, приехалась. Я тебе за твою лжа дам. Да? Лжа! Клянусь, в моем слове нет ни одного лжа. От мало до велика, сдыхающего старика и всех младенцев. Ну, это шутка, да. Не воспринимайте серьезно. У нас нет ни одного лжа. Ни одного. Пойдемте дальше еще раз. Юмор тоже нужен. Спасательный круг. Даже если кому-то не нравится. Начнем. Темной ночью священных теней я призываю, я выкликаю духа богатств изобильной казны, хранителя злата с алмазной горы. Висар, Висар, неси мне в дар 1000 кошельков, набитых деньгами, сотни сундуков с мехами и шелками, дюжины мешков с богатыми дарами. Висар, Висар, я желаю, чтобы ты мне дал жизнь в достатке прожить, как сыр в масле довольную быть. Висар, казначей, с дарами ко мне направляйся, слово в дело обращайся, сыпься золото в мои закрома, украшай алмаз мои руки и пальцы, укутайте меха мои плечи, шелка тела обнимайте, деньги в карманах живите. Щедрый Висар меня услышал, озолотил меня и возвысил. Одна в 100 обернись, 100 1000 вернись, озолоти меня, обогати меня, духи словом взяли, да делом исполнили.
Заклято. Ян, здесь, наверное, словом взяли. Не слово взяли, а словом. Ну, и то правильно. В принципе, без разницы. Вот как хорошо, когда рядом с тобой соседствует лес, тебя может услышать только леши и лесные духи, более никто. Эти соседи тихие, спокойные, ничего от них там такого особенного, страшного нет. Даже собака сегодня не Да. воет. Даже собака, вы заметили, кстати, собака не воет, а вчера выла ужасающе. Вот, правда. Смотри, не сглазь еще. А там живет бабушка, полуглухая, ей не до наших ритуалов. Одним словом, колдуй не хочу. И второе. Начинаем с вами читать еще раз, 3 раза. Ведьма Анеюшка. Замечательный заговор, замечательный ритуал, смотря как. Можете и заговором провести, и ритуалом провести. Просто необычно. Можешь поближе даже показать, Ян, вот так вот, пока я буду читать, чтобы вся эта вот красота была видна. Начинаем читать ведьму Анею. Придет в мой дом ведьма Анея, благословит мой порог и мои закрома, мои сундуки, мои кошельки и все мое имущество. И призовет ведьма Анеюшка духов могучих. О духе Навии, о духе Дивии, собирайтесь да слетайтесь, благословляйте эту хату. Пусть здесь будет много злата, чтобы всем жилось богато. Приумножайся добро в доме, о Спиридон солнцеворот, на небе вращайся, а добро в этом доме приумножайся. Мошна сего дома разрастайся, а деньга, уходя 100 раз, возвращайся. Анея скажет, закрепит магией, да ведьминой печатью. Сила на слове построится, дверь богатой судьбы откроется. Умножайся, богатство, один станет 10, Господи, а 10 в 100 превратится, 100 в 1000, 1000 до бесконечности. Считать мне, считать, не пересчитать моего имущества. Нет счету звездам, не будет счету моему богатству. Да приумножится мой достаток. Анея благословила, к богатству дверь открыла. Считать мне богатств моих не пересчитать. Как я сказала, так тому и быть. Дайте мне духи столько добра, чтобы некуда было прятать. Истинно так, заклинаю. Вот этим словом я вечно каркаю на себя. Вот реально потом некуда спрятать, некуда ставить. Еще один дом нужен, на всякий случай. На всякий случай нужен еще один дом. Вот смотрите, как она идет. А ведь я его создала, просто села и попросила мне дать такой сильный ритуал, чтобы просто сработало. Это давно было создано. Я его немножко переделала, переустроила, улучшила именно мой ритуал, естественно. Но смотрите, как льется, как поэзия, понимаете? Но ведь я понимаю зависть и ненависть, конечно. Кто же такой создает? А кто не создает, тому надо лишний раз укусить. Как говорится, не съем, так покусаю. Придет в мой дом ведьма Анея, благословит мой порог и мои закрома, мои сундуки, мои кошельки и все мое имущество. И призовет ведьма Анеюшка духов могучих, о духе Навии, о духе Дивии, собирайтесь да слетайтесь. Благословляйте эту хату, пусть здесь будет много злата, чтобы всем жилось богато. Приумножайся добро в доме. О Спиридон солнцеворот, на небе вращайся, а добро в этом доме приумножайся. Мошна сего дома разрастайся, а деньга, уходя 100 раз, возвращайся. Анея скажет, закрепит магией да ведьминой печатью. Сила на слове построится, дверь богатой судьбы откроется. Умножайся, богатство, один станет 10, 10 в 100 превратится, 100 в 1000, 1000 до бесконечности. Считать мне, считать, не пересчитать моего имущества. Нет счету звездам, не будет счету моим богатством. Да приумножится мой достаток. Анея благословила, к богатству дверь открыла, считать мне богатств моих не пересчитать. Как я сказала, так тому и быть. Дайте мне, духи, столько добра, чтобы некуда было прятать. Истинно так, заклинаю. И прочитаем последний раз. Придет в мой дом ведьма Анея, благословит мой порог и мои закрома, мои сундуки, мои кошельки и все мое имущество.
Призовет ведьма Неюшка духов могучих. О духе Навии, о духе Дивии, собирайтесь да слетайтесь. Благословляйте эту хату, пусть здесь будет много злата, чтобы всем жилось богато. Приумножайся добро в доме. О Спиридон солнцеворот, на небе вращайся, а добро в этом доме приумножайся. Машина сего дома разрастайся, а деньга, уходя сотни раз, возвращайся. Анея скажет, закрепит магией да ведьминой печатью. Сила на слове построится, дверь богатой судьбы и откроется. Умножайся, богатство. Один станет 10, 10 в сотню превратится, а сотня в 1000. 1000 до бесконечности. Считать мне, считать, не пересчитать моего имущества. Нет счету звездам, не будет счету моим богатством. Да приумножится мой достаток. Анея благословила, к богатству дверь открыла. Считать мне богатства их не пересчитать. Как я сказала, так тому и быть. Дайте мне, духи, столько добра, чтобы некуда было прятать. Истинно так, заклинаю. А теперь я хочу всех вас еще раз поздравить с этим священным древним праздником Вартавар, ярости роз или яркие розы, или горение роз, или розовый огонь, посвященный богине Анаит, матери богини, и богине Астхик, ее дочери, богине любви, красоты и молодости. Я хочу, чтобы у вас приумножалось добро, и чтобы вы в этой жизни получали то, что заслуживает каждый. Я вместе с вами провела этот праздник, и я очень довольна вами. И всем спасибо, кто присутствовал. Мы будем все время обновлять древние культы и по возможности проводить древние праздники с вами и возвращать культы наших предков, древних богов, потому что они единственные, которые нас не предали, не предадут. И только они помогают нам сразу же, а не ждут, пока мы замучаемся, измучаемся, только после этого кинут нам кость, как нищим и несчастным. Только они заинтересованы, чтобы мы были счастливы и жили в достатке, потому как они боги, дающие счастье человеку, дающие радость человеку. Потому что эти боги нас не назвали рабами, мы их дети. И я рада, что мы с вами более не манкурды, не яничары, что мы вернулись к своим богам, которых наши предки, к сожалению, 2000 лет назад предали. Всех благодарю, всем удачи, всех благ, богатства, счастья и пусть... Водой умыть лицо. И водой не забудьте умыть руки и лицо. И сила праздника Вартавар пусть будет с вами. А к богине Астхик вы можете обращаться отдельно, если есть желание читать на воду, как я вам объяснила, научила, и использовать этот ритуал во благо для себя. Всем удачи, всех благ. Живите, да, живите, созидайте, создавайте. Не обращайте внимания на лающих собак. Лающие собаки всегда были, есть и будут. А имя ваше останется. Вино оставляйте до утра, утром можете вылить. Вообще всегда, когда ставите определенные подношения, оставляйте на сутки, потом выливайте, чтобы постоянно вам не говорить, не напоминать, что когда они уже выжаты, когда с них уже уходит этот аромат, его нужно вылить. Вы слушаете, каким местом? А остальное можете убрать, можете прибрать полностью алтарь, и имущество, естественно, прятать, и это все будет притягивать новое имущество в вашу жизнь. Всех благ, удачи, и пусть вам покровительствуют великие боги. Настолько, насколько каждый из нас заслуживает. Всего? Сок или вино вылить на следующий день. Специально для этих Туркестана, повторяю, сок или вино выливаем на следующий день. Всем удачи и всех благ.